Всех приветствую. Настало время записать обновление нашего обзора криптовалют. Начинаем с биткоина. Посмотрим его на часовиках. Цена у нас пошла точно как мы и предполагали в прошлом прогнозе. Прошел заходной импульс, коррекция в отмеченную зону можно удалять. И пошел второй импульс. Чем является второй импульс? Либо он является волной C, либо это развивается волна 3, и мы уже пошли покорять вершины, так сказать. Мы пришли как раз-таки на ту развилку, которую ожидали, но какого-то определенного движения пока не произошло, по которому можно было бы судить, что именно нас ожидает в ближайшее время. Если посмотреть еще более подробнее на 15 минутках, то здесь видно, что, скорее всего, волна С еще не завершилась. То есть мы еще раз дадим заброс наверх, после чего уже, по моему мнению, мы пойдем ниже. Какие варианты есть у нас, кроме как туза муна, так сказать, с этих позиций? Это либо, как у меня нарисовано, сейчас мы дорисовываем волну С и идем в большую волну С. Второй вариант – это развитие большого треугольника, как А, Б, С, Д, Е и наверх. Следующий вариант, что треугольник начнется лишь отсюда. А, Б, С, Д, Е, вниз и потом наверх с пробитием вот этих хаев. Какая у них общая штука? Общее у них то, что в конце концов мы должны обновить вот эти хаи, но с разных уровней. И если вы боитесь остаться вне рынка, то можете покупать хоть сейчас, потому что это может уйти вот так, и все. И вы останетесь вне рынка, вне позиции. Придется где-то здесь докупаться. Если будете закупать биток сейчас, стоп у нас вот здесь. Но вариант с коррекцией и дальнейшим продолжением движения вниз не отменен. Пока прогноз оставляю прежним. Небольшой отскок наверх и продолжение снижения. Давайте попробуем разметить более локальную зону коррекции. В принципе, мы здесь уже и находимся, если это волна Б. Стоит здесь дождаться определенностей, после чего уже будет более ясная картина. Идем мы окончательно наверх, либо продолжаем коррекцию вниз. Дальше посмотрим эфириум. По эфириуму посмотрим быстрее, так как здесь аналогичное движение. Импульс, коррекция, импульс. Мы вплотную приблизились к расчетной зоне, но я думаю, мы дадим еще один заброс наверх. Как раз таки зайдем в расчетную зону, после чего уже можно будет рассматривать вариант с понижением, либо, в зависимости от структуры движения, поход дальше наверх. Расчетная зона более точная вот здесь. То есть мы, в принципе, уже ее посетили. Дальше посмотрим Ripple. По Ripple здесь уже который день невозможно ничего обновить. Мы также все болтаемся в четвертой волне, предполагаемой четвертой волне. И основной мой вариант снижения – это вниз. Объемы у нас пропали практически, даже ниже, чем вот здесь были, в левой части. Поэтому никаких признаков похода наверх нет. Но Ripple у нас любит резко, быстро и неожиданно просто давать прострелы на десятки процентов в ту или другую сторону. Посмотрим Dash. По Dash вот здесь мы даже не приблизились к предполагаемой зоне коррекции. То есть расчетная зона у нас вот здесь. И если мы так же, как и на других валютах, завершили коррекцию в волне А, скорректировались в Б и пошли в С, то завершающий импульс у нас должен быть больше. Но если смотреть уточненную зону коррекции, то она вот. То есть это по соотношению с волной А. С у нас может быть уже здесь. Также не отменяется вариант на рост с текущих уровней и на падение с текущих уровней. Рассматривайте оба варианта. По АДе. По АДе я сегодня получил стоп. На более мелких таймфреймах я заходил в лонги. Вот здесь, так как мы продолжаем развиваться в треугольнике. Вот здесь мы пробили трендовую линию. И я там на 5 минутках, на 15 минутках заходил в лонги, и мне снесли этот стоп. Вышел в небольшой плюс. Сценарий на рост не отменен, так как лой вот этот на уровне 1.15 мы не пробили. Также основной прогноз. Идем наверх. По Polkadot продолжается у нас дивергенция, отсутствие объемов. Все это говорит о том, что движение у нас в принципе уже затухает. И с большей вероятностью мы пойдем вниз, чем наверх. Данную разметку также оставляю по BNB. По BNB, если здесь прошел зигзаг, то нам бы по-хорошему посетить зону пика волны А, вот сюда, в район нижней границы. Мы этого пока не сделали, и это вполне возможно может произойти в ближайшее время.
Но также основной вариант – это снижение в район завершения волны W. Вот этот уровень 185,5. Монету из комментариев взял сегодня Litecoin. По Litecoin также у нас завершилась коррекция в волне А с прошлого прогноза. Чуть-чуть не добили до расчетной зоны. И уровень коррекции вот здесь. Практически уже дошли до него. Чем отличается движение Litecoin от других монет, которые мы уже рассматривали? Если глянуть на 15-минутки, то здесь явно выраженное повышение объемов. Здесь отсутствие какой-либо дивергенции. Все совпадает, мы идем наверх. И это движение говорит нам о том, что мы уже готовы с текущих уровней идти наверх. То есть вполне вероятно, что мы здесь завершили 1, 2 и дальше уже пошли 3. Пошел рост объемов, пошел рост индикатора. Поэтому здесь еще раз показывают двойственность ситуации, которая сейчас происходит. То есть на одних монетах видны признаки того, что это коррекция и мы пойдем ниже. На других монетах есть явные признаки, что мы получили заходной импульс, получили коррекцию и развиваемся в тройке. После чего четверка и дальше пятерка. Такое движение. А как вы знаете, монеты у нас практически одинаково ходят. Не будет такого, что кто-то пойдет вниз, кто-то пойдет наверх, и каждый по себе. Нет, мне кажется, такого чуда не произойдет у нас в ближайшее время. Поэтому нам остается здесь, либо играть в казино, подпираясь стопами, либо просто ждать определенности и не рисковать лишний раз своими деньгами. Лучше зайти чуть повыше, но на более уверенных и точных сигналах, либо покупать наугад в расчете на то, что вы угадаете здесь 50/50, либо вверх, либо вниз. Выбор за вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о криптовалюте. Всем счастливо, удачной торговли!